Почему Нидерланды? Почему не Голландия? В чем разница? А они вообще в курсе, что Нидерланды достаточно трудно произносятся? Голландия гораздо проще. 3500 получает евро. Не можете велосипед купить себе, что ли? Зачем крадете? Конечно, не голландцы крадут велосипеды, а больше, конечно, кто-то приезжий, А иммигранты. ты кого-то конкретного подозреваешь, да? Каких-то конкретных людей? Нет, вот мы сказали, что вот еда у нас лучше. Лучше и дешевле. Так что тут все честно. Тут мы не придумываем ничего. Всех приветствую на канале Релокод. Меня зовут Максим, я ведущий на этом канале. Мы сейчас с прекрасной Екатериной поговорим про Нидерланды. Не так много у нас роликов про Нидерланды, но вот наконец-то выбрали время, мы сейчас пообщаемся. Катя, привет, как у тебя настроение, как дела? Привет, Максим, да, отличное настроение, отличная погода, и дела тоже хорошо достаточно, да. Рада видеть, давно, да, мы не разговаривали про Нидерланды, в общем, рада. Да. А я думаю, что есть что-то обсудить, да, что-то интересное. Все равно мы сейчас расскажем зрителям. Для начала, как людям, которые вообще про Нидерланды ничего не знают, я вот ничего не знаю. Я знаю, что Амстердам есть город Нидерланды, и все. Это все мои познания заканчиваются. Давай начнем просто с каких-то стереотипов. Какие есть стереотипы про Нидерланды, и правда, ну, какие являются правдой, а какие нет. Вот ты все равно углубленно изучаешь ее, и вот для зрителей, что может быть стереотипом про Нидерланды? Ну, как основной стереотип, это, наверное, про легализованные там наркотики и так далее, да, то есть Да, это вот, мне кажется, основное, да, какая ассоциация возникает при слове Нидерланды и Амстердам. да. Вот, ну, на самом деле, мне кажется, что, ну, так просто ты там, опять-таки, наркотики какие-то не купишь, да, и едут туда в основном все-таки не за тем, чтобы там покурить какую-то травку, да, а Да. скорее больше с туристическими целями. То есть это не должно быть, не должно являться целью. Более того, насколько я знаю, там сейчас вроде бы все-таки стараются от этого уходить уже. Ну, то есть То есть пирожков с марихуаной уже не купишь, где попало, получается. Максим, не знаю. Честно говоря, я не знаю, я не пыталась искать пирожки там, вот, поэтому я тебе здесь не смогу ничем помочь, но вообще, насколько я знаю, да, в принципе, люди туда едут уже не за этим, а за тем, чтобы все-таки посмотреть на другие какие-то достопримечательности, красоту Амстердама, и каналов. Давай сразу разберемся, какая столица Нидерландов. Я вот не в курсе, честно. Амстердам. Амстердам, да? Она же и столица. Это же самый крупный город, верно? Ну, ты знаешь, там, в принципе, 4, наверное, крупных города. Ага. То есть есть вот Амстердам, Роттердам, Гага и Утрехт. В принципе, то есть это такие вот как бы основные, наверное, города Нидерландов. Ну, нельзя сказать, что они основные, они просто крупные, да, где сосредоточены какие-то там компании, бизнес. А вот смотри, Катя, такое вот, почему Нидерланды, почему не Голландия? Вот объясни, вот в чем разница? Почему, можно и так называть? Или все-таки уже Нидерланды и Голландии не называют? Ну, ты знаешь, насколько я слышала, сами голландцы не очень любят название Голландия, да, и они предпочитают все-таки, чтобы их называли Нидерландами. Ну, и опять-таки я глубоко не погружалась в эту тему, но насколько я знаю, что Голландия — это определенная территория, а в Нидерланды входят еще дополнительные маленькие там разные территории, которые образуют, соответственно, вот именно Нидерланды. То есть с территориальной точки зрения, да, более правильно сейчас называть Нидерландами. А они вообще в курсе, что Нидерланды достаточно трудно произносятся, Голландия гораздо проще. Особенно, типа, люди, нидерландцы. Или нидерландцы, правильно же, да? Ну, вот в плане, кстати, людей и языка, да, то есть можно называть там голландский язык, да, скорее это все-таки более лаконично звучит. Да, и также люди там голландцы, да, нежели нидерландцы. Ну да, я говорю, не подумали о нас, обычных людях, которые там, ну я, например, там не был, если, допустим, я приеду, я хотя бы буду понимать, почему, ну, может, я кого-то обижу, если голландцем назову, или, наоборот, нидерландцем, и он на меня так косо посмотрит, типа, чё вообще ты говоришь такое? Да, но если говорить про английский, то это Dutch, да? Дочь. То есть, ну да.
То есть это все проще, то есть это не Холланд, там не Netherlands, а вот именно что касается людей, то есть это, ну, голландское что-то, то есть это Dutch называется. Ага. Может быть, ты поприветствуешь зрителей на голландском. Знаешь, как на голландском? Да, не знаешь, да, как привет? Блин, а у них свой язык вообще? У них есть свой язык, да? У них, Ага. да, у них голландский язык, но ты знаешь, большинство людей, то есть 90% людей говорят на английском языке, у них Ага. прекрасно это развито, прекрасное обучение в школах, и, в принципе, все говорят на английском. И это, кстати, одно из основных преимуществ, Ага. почему вообще нам легче переезжать в Голландию. То есть не нужно учить там какой-то специальный дополнительный язык, как, например, во Франции или в Испании, да, где не говорят по-английски. Здесь вся страна, в общем-то, говорит по-английски прекрасно. И вот, поэтому здесь, конечно, это огромное преимущество для нас. А с точки зрения бизнеса тоже очень популярное, да, направление, я так понимаю, Голландия. Много бизнесменов, стартаперов переезжает в последнее время туда. Да, Хорошо. да, Максим, хотела, да, сказать как раз вот к этому вопросу, да, бизнесменов действительно много, потому что Голландия сейчас очень активно развивается в различных направлениях, Так. и у них есть определенные кластеры, да, то есть это такие огромные хабы, где сосредоточена вся такая бизнесовая экосистема различных направлений, там, начиная от допустим, каких-то эдтеха там на образовательных платформах, заканчивая спейсом, там, не знаю, космическими какими-то технологиями и так далее. То есть в этом плане, да, они, конечно, очень стараются развиваться впереди планеты всей, и даже их называют при этом Силиконовой долиной, новой Силиконовой долиной, да, то есть, к примеру, США, в общем-то, они в Европе как бы такие лидирующие позиции занимают в этом смысле. Нидерланды вообще имеют контакт с морем? Ну, то есть у них есть выход к морю вообще географически? Есть, да? А что там за море? Морю? Это не был провокационный вопрос, я сам не знаю, какие там моря вообще, честно. Есть выход к морю, да, более того, у них есть даже школы серфинга, там благоприятные условия, в общем, где можно даже посерфить. Ничего себе. Вот. Но у них прохладный климат, поэтому купаться там как-то так, ну, наверное, не очень приятно, да, но, может быть, в какие-то определенные только периоды, да, но вот в плане посерфить там вот точно абсолютно есть такие варианты. Ничего себе, вот это интересно. Я думаю, что про серфинг в Нидерландах, я думаю, впервые все слышим, но это, видишь, как имеет место быть, почему бы и нет, да. В холодном климате можно посерфить, значит. Я у тебя спрошу про жилье, именно как вообще снять в Нидерландах жилье? Использовать агентство или можно самому найти жилье? Как дорого сейчас стоит жилье в Нидерландах, если я захочу, например, переехать? Да, ну смотри, то есть если ты, допустим, решишь переехать в Нидерланды, да, то лучше все-таки заранее озаботиться вопросом как раз поиска жилья, потому что этот процесс не быстрый совершенно. Может занимать там 2-3 месяца. Если ты начинаешь самостоятельно искать, опять-таки лучше максимально заранее этим вопросом заняться, да, и посмотреть вообще на рынок, посмотреть на стоимость, посмотреть на отклики арендодателей, да, как вообще, ну, насколько возможно с ними общаться, насколько быстро они тебе отвечают. И здесь нужно понимать, что это рынок, то есть вот мы привыкли, например, в Москве, там, да, в России, что ты можешь, в принципе, за свои деньги подобрать, ну, там, практически любую квартиру под любые нужды, там, с любым ремонтом, в любом районе Москвы, да, то есть даже в определенном доме каком-то ты можешь найти себе квартиру за свои деньги. Там, ну, на самом деле не так. Там очень ограниченное предложение, несмотря на то, что очень высокий спрос. Сейчас, да, в условиях того, что много беженцев, много иммигрантов, соответственно, жилье, конечно, найти становится все сложнее, но это возможно. Да, есть ресурсы специальные, где можно искать жилье. Основной ресурс это Фунда, сайт так называется. Может быть, да, я даже покажу там, да, как... Можно ссылку оставить, да? Мы оставим ссылку оставить? Да, на этот сайт. Вдруг людям понадобится, мы обязательно оставим.
Так, с помощью этого сайта можно подобрать себе жилье. Но не быстро это все, да, происходит? То есть... Это абсолютно не быстро. Нужно примерно себе представлять, что на одну квартиру, например, может быть 400 человек желающих. Не быстро это из-за того, что очень-очень много желающих, да? Да, желающих много, и получается так, что арендодатель выбирает уже себе жильца из этих, там, не знаю, 500 желающих, например. Каким образом он может выбрать себе квартиросъемщика, да, вот, по каким параметрам? То есть нужно чем-то его зацепить. То есть это здесь, знаешь, как все как в продажах. То есть ты должен себя как-то грамотно, значит, презентовать, рекомендовать, да, то есть и чем больше информации ты о себе дашь, даже, может быть, с какими-то рекомендательными там ссылками, да, на кого-то. Блин, да в МГИМО гораздо проще поступить, там меньше конкуренции, чем в Нидерландах квартиру снять, получается. Да, на самом деле так. Ну, сейчас вот как бы мы говорим про Амстердам, да, то есть это если говорить про Амстердам. Если уходить немножечко куда-то в глубинку, да, может быть, в какие-то другие города, может быть, в пригород Амстердама, там будет чуть-чуть попроще, да, но в любом случае здесь история такая, что рынок все-таки арендодателя, да, то есть он себе выбирает жильца. Голландский, извини меня, пожалуйста, сразу мысль в голову, я задам, пока не забыл. Голландский сыр вообще вкусный там? Ну, конечно. Он оттуда действительно? Или это просто название такое? Хорошо. Да, ну есть же, как он называется, Хохланд, Холланд. Хохланд, да. Кстати, я обожаю этот сыр. Виола, Хохланд, это самые вкусные плавленые сыры. Я не знаю, сейчас в России они есть, нету? Их уже, наверное, нету. Ну, Виола была, по крайней мере, да? Вот Хохланда я не видела. Да. Виола, значит, еще не ушла, а вот Хохланд может... Ну, не знаю, не могу тебе сказать, я на самом деле как-то так, не так часто ем эти сыры, поэтому... Окей. Хорошо, в принципе, понятно по квартирам. По ценам, да, вот по ценам еще хотелось бы понять, сколько денег нужно, чтобы снять среднестатистическую квартиру, не дорогую, но и типа не совсем уж это самое, ну, как вы понимаете, не совсем уж халуп. Да, ну смотри, то есть если мы говорим, допустим, про одного человека, да, который там снимет себе нормальную квартиру, не про студентов мы говорим, знакомых, да, мы все-таки в разрезе там предпринимателей, бизнеса и там, может быть, семей. Если мы говорим про Амстердам, то это в районе 1500-2000 евро будет. Такая, ну, простая, может быть, односпальная, да, с одной спальней квартира. Вот. Если говорить про другие города, там поменьше, да, или про пригород Амстердама, то можно подешевле, конечно, найти, там за 1300 евро можно найти квартиру, да, может быть, даже чуть подешевле. Да, не дешево, я так скажу, даже относительно других европейских стран, достаточно квартиры не дешевые, прямо скажем. Да, ну смотри, Максим, я на самом деле могу сейчас сделать демонстрацию экрана, мы посмотрим на сайте про сравнение, допустим, жизни в Амстердаме с Москвой. Вот, смотри, есть сайт такой, Numbeo называется, numbeo.com, и здесь можно сравнивать на самом деле стоимость жизни в разных городах, в разных странах. И вообще полезно, и, возможно, кому-то будет, да, то есть если вам интересно посмотреть, сколько где стоит жизнь, в общем-то, можно... Так, ну давайте в Амстердаме, да, посмотрим. Вот. То есть, если говорить про семью из 4 человек, да, то примерно ежемесячные затраты на эту семью будут порядка вот этой суммы, 214 тысяч рублей. Или 3500 евро. Да, здесь не входит в стоимость вот в эту сумму арендная плата. Здесь она не учитывается, то есть учитывается исключительно расход на проживание, просто на питание, на транспорт. Значит, один человек, да, может прожить на 60 тысяч рублей. Да, вот смотрите дальше. Амстердам, если сравнивать с Москвой, это без учета арендной платы. То есть это просто продукты, допустим, транспорт на 32% дороже, чем в Москве получается. А если говорить именно про аренду жилья, то Амстердам
дороже на 50%, чем в Москве, получается. Мгм. А в целом по квартире... Вот здесь можно, да, посмотреть квартиры? Ну, вот так прикинуть. Типа... Так, ну, может быть, про квартиры... Ну так, какую-нибудь парочку покажем наглядно. Ну вот, смотри, про аренду вот здесь можно посмотреть. Ага. Я сейчас извиняюсь, помимо аренды, да, вот я пролистнула, просто здесь можно вот там рестораны сравнить, Ну да, кстати. продукты, да, то есть по цене посмотреть, сколько стоит вообще, что какие там продукты, не знаю, картошка, лук, транспорт посмотреть, сколько стоит, да, то есть вот здесь все Мгм. видно. Так, ну давайте тогда про аренду. Значит, апартаменты с одной спальней Мгм. в центре. Вот написано 1600 евро. Мгм. Если не в центре, то 1400 евро. Ну, Мгм. я думаю, что это как бы скорее больше нижняя граница, то есть, скорее всего, нужно рассчитывать все-таки на чуть большую стоимость. Ну да, Да, как вот, обычно. допустим, трехспальные апартаменты в городе, ну, вот порядка там 3000 евро, 2800. Мгм. А здесь можно коммунальные платежи посмотреть? Ну так, тоже сравнить с московскими ценами. Есть такое? Так, сейчас коммунальные. Потому что коммуналочка бывает в некоторых... Да, ну вот, посмотри, давай посмотрим, вот она как раз. Ага. Электричество, как это называется по-русски? Отопление, вот. Ага. Да. Ну вот, короче, выходит порядка 240 евро. Мгм. На квартиру 85 в среднем, да, там написано? 5 метров квартира. 85 метров. Мгм. Ну вот еще плюс интернет, да, там. Ну, короче, нужно 2000 евро на, так сказать, на более-менее нормальную квартиру, которая доступна будет, и уже с коммуналкой. Да, Да. да, ну где-то так. Мгм. Ну и стоит сразу тогда поговорить про зарплаты, раз такие цены на квартиры, соответственно, и зарплаты, наверное, у людей высокие. Да, ну зарплаты действительно высокие. Ам, Так, по зарплатам, сейчас вот я не знаю, хотела посмотреть, может быть здесь как раз тоже есть. Вот, на самом деле, вот у нас. Мгм. Средняя замесячная зарплата 3500. Ну, нормально. Да, уже после вычета налогов. Мгм. 3,5. Ну да, тогда это, в принципе, эти цены вполне нормально, если закрывать глаза, не сравнивать с русскими, потому что в России все подешевле, даже в Москве подешевле все будет. Но и в Москве зарплаты все равно не средняя 3500 евро, далеко. Хорошо, по ценам, в принципе, понятно, по квартирам тоже понятно, где искать тоже понятно, ссылочку мы оставим, сайт действительно интересный, можно будет зрителям зайти, изучить, если им более подробно захочется какие-то другие моменты сравнить, те же продукты или еще что-то. Хорошо, по коммуналке мы тоже поговорили, и с Москвой мы тоже сравнили, по сути дела. Вообще, еще что еще хотелось? Вообще, как выбрать безопасный район? Там вообще с преступностью, что в Нидерландах, какие-то вот эти моменты. Ну, ты знаешь, При выборе опять-таки, жилья, да. Мгм. как бы получается, что ты район, скорее всего, там не выбираешь, да, то есть ты пишешь там, не знаю, сотни арендодателей, и уже, если тебе повезет, тебе кто-то ответит, и, собственно, ты едешь именно туда, да, в те апартаменты. То есть вот таким образом это скорее обстоит. В плане преступности, то есть, опять-таки, смотря про какие города говорить, наверное, более крупных туристических городах все-таки больше там всяких краж, там, да, про велосипеды, конечно, много говорят, что постоянно крадут велосипеды. Да, велосипеды за что? За что? Оставьте велосипеды в покое. Почему их крадут? Что не могут? 3500 получают евро. Не можете велосипед купить себе, что ли? Зачем крадете? Хорошо. Ну, скорее, ты знаешь, это все-таки, конечно, не голландцы крадут велосипеды, а больше, конечно, кто-то приезжий, иммигранты. А ты кого-то конкретного подозреваешь, да? Каких-то конкретных людей? Я понял. Ну да. Кстати, да, вот у нас
например, я приехал с Питера, в Питере очень популярны самокаты. Как вообще самокатчиков много в Нидерландах сейчас? Они же очень популярны стали, но не во всех странах самокатами пользуются. Вот я сейчас в Турции нахожусь, здесь тоже самокаты популярны. Как вид транспорта сейчас самокатчиков много есть в Нидерландах? Ну, ты знаешь, там скорее больше велосипеды все-таки. Ну, конечно, самокаты есть. Тоже, да, тенденция и туда попала. Ага, велосипедистов тоже достаточно, да, людей? Да, ну это же один из самых таких вообще велострана такая, одна из самых популярных, да. Угу. А футбол любят? Это, я думаю, тебе лучше знать, я, если честно, не подскажу. Да, ну, но они такие, на самом достаточно... деле, если говорить про голландцев, они, конечно, очень такая здоровая нация, все-таки они любят там, да, про здоровье, про спорт, ну и также про зеленые всякие энергетики, там, да, вот, то есть про... Безопасная, полезная, продлевающая жизнь, да, так сказать? Комфортная, да, максимально, вот они, конечно, вот заботятся о здоровье. Здорово. Я так понимаю, раз такая у них тенденция, то у них и люди средней продолжительность жизни у них более выше, чем, например, даже с Россией, если сравнить. Люди с таким уровнем, так сказать, хорошего питания, каких-то комфортов, удобств, и я думаю, что и средняя продолжительность жизни повыше будет, да? Это так? Ну, конечно, да, повыше. Но я думаю, что если сравнивать, в принципе, Европу с Россией, все-таки в Европе еще чуть выше уровень продолжительности жизни, да. Ну и здесь нужно отметить, что все-таки пенсионеры, да, которые не работают уже, как правило, у них достаточно высокая, хорошая пенсия. Они могут себе позволить все-таки путешествовать, жить в каких-то там, не знаю, экологически чистых, может быть, местах, да, то есть у них все-таки жизнь поспокойнее, чем у наших пенсионеров, я думаю, в этом смысле, и, такая более комфортная, размеренная и стабильная. Экология, как вообще страна, так сказать, я так понимаю, Европа в целом за экологию борется, как обстоят дела с этим в Нидерландах? Да, ну и опять-таки Нидерланды, конечно, это у них одна из самых основных тем, которые они стараются заниматься и развиваться в этом, да, то есть они всякие технологические решения стараются придумывать в плане экологии, в плане запуска различных автомобилей электрических, да, которые там не на бензине, таких более экологически чистых. Также они стараются использовать вот эти вот солнечные батареи, да, которые от возобновляемых источников энергии. То есть они максимально стараются. Не очень, да, интернет какой-то сегодня. Да, я вот даже смотрю, у меня проблем вроде как нет. А у тебя бывают проблемы с интернетом? Со скоростью? Да? Ну, мы просим прощения у наших зрителей, уж так получается, не все от нас зависит, но постараемся как-то это исправить в следующих роликах обязательно. Так, по транспорту, такси, чем вообще пользуются, так сказать, жители, нидерландцы наши любимые? Чем они чаще всего пользуются? Метро, общественный транспорт, автобусы, такси, что по ценам вообще в данный момент там? Да, в принципе, машину, конечно, позволить себе может, наверное, не каждый, да, потому что, даже если можно ее купить, то ее обслуживать потом достаточно дорого, и бензин там дорогой, да, и они стараются, то есть даже подходят не с той стороны, чтобы экономить, да, там, и, допустим, не тратить много денег на бензин, знаешь, как, вот больше скорее про экологию, то есть они хотят заботиться об экологии, да, поэтому они скорее там будут ездить на велосипеде, нежели, например, на автомобиле с каким-то бензиновым двигателем. Ничего себе. А как с семьей на пикник тоже на велосипеде? Как с собой корзинку эту огромную с фруктами взять?
Тоже ее на голову А ты себе? знаешь, легко, потому что там есть вот эти корзины большие, я не помню, как они называются, куда можно посадить сразу несколько детей. Ну, Ничего такой себе. прицеп к велосипеду. Да, да. И у Мгм. меня подруга, которая живет в Нидерландах, вот она также, у нее 2 детей, она вот также с этим прицепом, она вот, помню, мне рассказывала, она очень радовалась, что купили вот эту коляску специальную для детей. Мгм. Вот, и они так вот передвигаются с детьми, да, Мгм. нормально. В общем, я рассказывал, что я в Турции видел велосипеды делают, сзади седло, вот это сиденье для детей, такое пластиковое, прямо со спинкой. А впереди можно целую огромную корзину. И вот я видел, одна мама ехала с ребенком, сзади ребенок, спереди у нее огромный пакет с продуктами. И вот она едет, и по сути тоже машина особо не нужна, если там недалеко в магазин съездить куда-то, очень удобно. Я так понимаю, в Нидерландах тоже все, так сказать, близко к этой ситуации. Да, но ты знаешь, там, в принципе, если ты не живешь в каком-то крупном городе, а где-то в пригороде или в небольших городах, то Ага. там у тебя все близко, и тебе не нужно там на машине куда-то ехать час, да, то есть это мы привыкли, что там тебе нужно, там, не знаю, до школы час ехать, там, или до какого-нибудь, там, не знаю, магазина какого-то Мгм. определенного, да, там совершенно не так, то есть и там 20 минут на велосипеде это уже много считается. В общем, Мгм. там все близко, поэтому достаточно удобно. Я думаю, что там близко, настолько все близко, что даже близко другие страны. Насколько я знаю, Нидерланды не самая большая страна в Европе, и рядышком очень много граничат, да, соседних государств, в которые, в принципе, можно по Шенгену заехать и попить там чайка, например. Да, Что да, там, легко, Дания на рядышком, да, самом деле, вроде? да. Ну, да, но Нидерланды, он же вообще считается таким транспортным хабом тоже, там Мгм. огромный аэропорт, Мгм. через который проходит в день там миллионы просто разных рейсов, перевозок различных, логистических маршрутов. Ага. Поэтому, конечно, да, очень удобно. В общем, и границы рядом, там, и с Бельгией рядом, да, и, в общем, конечно, куда-то съездить в другую страну там гораздо проще, Мгм. конечно, не такая большая проблема. Ну, давай тогда резюмируем немножечко, и я, так сказать, тебя спрошу, вот куда ты советуешь поехать, в какой город нашим зрителям, кто, например, заинтересовался переездом в Нидерланды, какой город, на твой взгляд, самый оптимальный для жизни, по ценам, и в целом, может быть, какое-то личное, субъективное твое мнение бы интересно было послушать. Ну, ты знаешь, мне кажется, что нужно проехать, конечно, по городам по разным, да, то Ага. есть и посмотреть, где тебе больше нравится. От человека очень многое зависит, да, нужно человеку, например, какой-то там более динамичный, да, темп, например, либо он хочет более спокойно где-то там Мгм. отдохнуть, да, то есть ему нужна тишина. Здесь зависит, конечно, от человека, от того, какие у него цели, там, да, например, либо ему нужно все время контактировать с какими-то бизнес-сообществами, партнерами, Мгм. вот, либо наоборот, можно удаленно все делать и лучше лежать где-нибудь на берегу там, моря и серфить, например, периодически, да. Мгм. Вот, поэтому здесь, конечно, очень сильно зависит от человека, но если мы говорим со стороны, с точки зрения предпринимателя именно, да, то очень крутая стартап-экосистема в городе Эйндховен. Вот, Мгм. абсолютно точно стоит съездить туда посмотреть, да, может быть, почитать что-то побольше про этот город, посмотреть, как Мгм. там вообще все расположено и что там вообще, в принципе, какие есть возможности. Вот, ну, абсолютно точно стоит вот на него посмотреть. Ну и, естественно, конечно, большие города тоже с точки зрения именно как туризма, да, посетить, Мгм. посмотреть для разнообразия, посмотреть, может быть, где-то что-то понравится. Но в плане жизни, ну, я бы, наверное, Амстердам не посоветовала. Потому Мгм. что, мне кажется, он очень туристический, очень там большая плотность населения, сложно с квартирами. Да, 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 да. Это, наверное, думаю, для наших зрителей, для... Ага, это, наверное, для людей, которые туда переезжают, самое основное это все-таки жилье найти, и поэтому, видимо, Амстердам, так сказать, не самый приоритетный город, куда все-таки стоит ехать, да. Может быть, как в качестве бизнеса туда приехать стоит, да, хотя, с другой стороны, вот ты советуешь другой город, на него обратить внимание. Хорошо, понятно. По ресторанам, так сказать, по еде, по ресторанам, что можешь сказать? Какая кухня в Голландии, что они кушают и как дорого все это стоит? Ты знаешь, по ресторанам я тебе тоже такой сомнительный гид. Ага.
Могу, да, но вот опять-таки обратиться к сайту Numbeo только, да, и Ага. сказать, что там, например, ужин там на двоих в ресторане, там сейчас я вот секундочку, вот порядка 80 евро может стоить. Мгм. А, если, если интересно про Макдональдс, там, да, ну, Макдональдс там, естественно, тоже есть, да, и он будет стоить там порядка 10 евро, наверное, на человека. Ну, то есть, как и у нас, наверное, да. Мгм. Ну, в России, кстати, я могу сказать по своему опыту, в России самые лучшие фастфуды. Вот где бы я ни был, где бы я ни пробовал, фастфуды самые вкусные в России, вот честное слово. Я был в Южной Корее, и в Китае был, и во Вьетнаме, и в Турции даже здесь был. И везде фастфуды не дотягивают, даже и по сервису, и по вот именно по вкусовым каким-то параметрам. Мне все-таки фастфуд у нас в России больше нравится, хотя, казалось бы, думал, что все должно быть наоборот, но нет, вот здесь вот прям честно свое мнение скажу, да, вот именно по еде у нас все очень даже неплохо. Но жаль, что Макдональдс ушел, и теперь остался только KFC. KFC, кстати, остался вообще в Москве, есть? Работает? KFC остался, и осталась вкусная точка еще у нас вместо Ага. Макдональдса. То, что, Ну да, в он принципе, типа если новый, очень да, хочется, замена. если очень хочется Макдональдс, то можно зайти, наверное, в этот вкусная точка, да. Мгм. И, кстати, хотела добавить тоже ты говоришь про то, что у нас вкусный фастфуд, но у нас Да. не только вкусный фастфуд, у нас реально вкусные и рестораны. В Москве и Питер, если брать, да, у нас потрясающие, на самом деле, есть рестораны, потрясающие повара. Да, Так что, да, здесь мы можем, мне кажется, поконкурировать с любыми вообще. безусловно, у нас сервис хороший, и в целом действительно очень хорошие готовят еду, блюда, и профессионалов очень много в ресторанном бизнесе, всяких поваров, действительно. Тут, честно, все как бы не придумываем, не предвзяты, типа, все в Европе такое хорошее. Нет, вот мы сказали, что вот еда у нас лучше и дешевле, так что тут все честно, тут мы не придумываем ничего. Замечательно. У нас, Катя, осталось 2 минуточки. 2 минуточки. Ну, тогда уж, в принципе, мы нормально такое записали интервью, почти на 40 минут. Мы сейчас тогда посоветуем зрителям нашим, которые нас смотрят и дослушали до конца, я надеюсь, нас, посоветую смотреть другие наши видео, остальные про Нидерланды в том числе. У нас есть тоже много роликов, вот, поэтому смотрите остальные видеоролики по другим направлениям, тоже обязательно смотрите, подписывайтесь и, соответственно, оставляйте комментарии, пишите, что интересно, потому что мы с Катей еще не одно и не один десяток видео запишем. Пишите свои комментарии, что конкретно про Нидерланды вам хотелось бы узнать, а мы уж сообразим и обязательно это обсудим, да? Правильно? Мы же не обидим наших Конечно, зрителей. да, конечно. Замечательно. Да, Максим, если можно, я еще добавлю, да, Да. я немножко упустила тот момент. Я рассказала про сайт для поиска жилья Фунда, да. Да. Но есть другие сайты. Нужно смотреть обязательно на то, чтобы не попасть на мошенников, читать всегда отзывы. Угу. И на самом деле один из лайфхаков, как проще будет найти жилье, все-таки обратиться к Фейсбуку, поискать соответствующие группы. Да, то есть не только на Фунде это нужно искать, там, да, не только на специализированных сайтах, лучше даже, может быть, через какие-то группы в Фейсбуке, может быть, будет больше даже, более результативно это все. Вот, поэтому такая вот маленькая вставочка. Хорошо. Мы тоже этот сайт оставим в описании, чтобы люди, так сказать, перешли на него и тоже его изучили, посмотрели, кому будет интересно. Кать, спасибо большое за прекрасную беседу. Чуть-чуть у нас подкачал, конечно, скорость интернета, но я думаю, что нам это простят, ведь было интересно очень слушать, звук прекрасно слышно, а это самое замечательное. А в следующем ролике мы уже с тобой поправим этот технический момент, и все будет супер круто. Поэтому спасибо еще раз большое.